Вы пришли сюда не случайно. В духе нет совпадений, нет случайных шагов в вечном завете судьбы. Вы здесь, потому что Бог услышал зов вашего сердца, безмолвные молитвы, шепчущие ночью, когда никто не видел. Сами небеса устроили этот момент. И слушайте внимательно, ведь всего через 2 минуты ваша финансовая жизнь, ваше наследство, ваши чудо изобилия могут начать раскрываться. Это необычное послание. Это священное дыхание Бога, зовущее вас из отчаяния к обетованию, из страдания к богатству, из рабства к свободе. Оставайтесь до самого конца, потому что ключ, открывающий потайную дверь вашего благословения, откроется только после того, как буря этого послания утихнет. Пропустите хотя бы одно предложение, и вы можете упустить божественный секрет, заложенный для вашего преображения. Чувствуете, правда? Дыхание несправедливости давит вам на грудь, удушающий груз нужды лишает покоя. Счета растут, словно горы, насмехаясь над вашими молитвами, а каждый телефонный звонок словно очередная цепь, сковывающая ваш дух. Вы плакали, спрашивая Бога, почему другие живут в достатке, а вы еле дышали в тисках нищеты. Ваше сердце пылает гневом, ваш дух борется со страхом, и в глубине души вы сомневаетесь, предназначалось ли обещание благословения другим, а не вам. Это жестокая ложь врага, буря обмана, которая говорит вам, что ваша судьба страдать. Но я здесь, чтобы заявить со всей властью Божьего завета, что этой лжи приходит конец сегодня. Ибо когда Бог говорит, открываются двери, которые никто не может закрыть. Когда Бог дышит, буря нужды утихает, и начинается жатва богатства. Не отворачивайтесь сейчас. Не позволяйте отвлечению лишить вас того, что вот-вот откроется, потому что чудо, которого вы ждали, сокрыто в этих самых словах. Бог выбрал именно этот момент, чтобы прошептать тайну, о которой вы так долго молились. Возможно, несправедливость украла ваши деньги, предала ваши усилия и заглушила вашу радость, но небеса вот-вот все исправят. Теперь ты в Доме Божьем. Оставайтесь со мной до последнего слова, ибо каждое предложение несет в себе силу преображения. Это ваше божественное предназначение, ваше вечное наследие раскрывается. Это послание не просто произнесено, это святой ключ, открывающий дверь вашей судьбы. И прежде чем это послание завершится, вы увидите, что Бог приготовил для вас богатство, изобилие и несомненное обещание сверхъестественного преображения. Вы просыпаетесь посреди ночи с колотящимся сердцем не от сна, а от того, что реальность кажется тяжелее сна. Часы тикают, тишина давит, и ваш разум начинает прокручивать бесконечный список долгов, счетов и обязательств, которые, кажется, невозможно выполнить. Это не роскошь, о которой вы просите. Вы не гонитесь за тщеславием. Нет, ваш крик гораздо более священный, более отчаянный. Вы просто хотите облегчения. Вы просто хотите снова дышать. И все же каждое утро страх возвращается, как тень, которая никогда не исчезнет. Дитя мое, это не совпадение. Вы здесь, потому что Бог услышал этот крик, который вы даже не могли выразить словами. Вы знаете, каково это не открывать банковский счет, потому что цифры на экране кажутся проклятием. Вы знаете, как страшно поднимать телефонную трубку, опасаясь, что это очередная просьба о деньгах, которых у вас нет. И вы знаете, как сжимается сердце, когда приходит зарплата, которая исчезает через несколько часов, когда долги пожирают каждый цент. Скажите, как долго вы молча несли это бремя? Сколько ночей вы плакали, когда никто не видел, скрывая слезы, потому что стыдитесь тяжести, которую несете? Это страдание лишает вас сна, это скрытые цепи, которые не видят другие, но видит их Бог. Он видит каждую слезу, каждый страх, каждую невысказанную молитву. Бедность – это не просто отсутствие денег,
это удушающая тюрьма безнадежности. Это жестокий шепот, который говорит вам, что ваше положение никогда не изменится. Это невидимая буря, которая лишает вас покоя, достоинства и даже веры в собственное будущее. И все же, несмотря на все это, вы продолжаете верить. В глубине души вы цепляетесь за слабое, но святое убеждение, что чудо все еще возможно. Что Бог каким-то образом может превратить вашу ночь в утро. Вот почему вы здесь. Не случайно, а по божественному предопределению. Но позвольте спросить вас прямо, испытывали ли вы когда-нибудь стыд, притворяясь, что все хорошо, когда на самом деле ваше сердце разрывается под тяжестью неоплаченных счетов? Вы когда-нибудь улыбались на публике, молча прикидывая, какой коллектор завтра будет самым злым? Вы когда-нибудь сидели за обеденным столом с семьей, пытаясь накормить ее, которой вечно не хватало, и гадали, видят ли ваши дети вас сквозь маску самоуверенности, которую вы на себя надеваете? Это молчаливое горе миллионов, но сегодня я говорю с вами напрямую. И если вы слышите эти слова, знайте, Бог не забыл вас. Он не бросил вас в этой буре. Вы не невидимы для небес. Вот почему Он привел вас сюда. Вот почему это послание дышит прямо сейчас в ваш дух. Потому что, хотя мир и говорил вам, что выхода нет, Бог приготовил дверь. Потайную дверь. И ключ уже у вас под рукой. Я хочу, чтобы вы остановились на мгновение и задумались, сколько ночей вы ложились спать с тяжелым сердцем, шепча молитвы, в которых даже не были уверены, что они достигнут небес. Сколько раз вы смотрели на своих детей или близких и задавались вопросом: сколько еще я смогу это продолжать? Это не слабость, это стон вашего духа, жаждущего перемен. Это неоспоримое доказательство того, что ваша вера все еще жива. Ведь если бы вы действительно сдались, вас бы здесь не было, вы бы не слушали и не цеплялись за обещание чуда. И давайте будем честны, бедность – это больше, чем просто финансовые трудности. Это разрушение достоинства. Это постоянная тревога, которая подтачивает ваше здоровье. Это тень, которая следует за вами на работу, в церковь, в постель. Это безмолвный вор радости, заставляющий вас меньше улыбаться, меньше смеяться, меньше верить. Но бедность не ваша судьба. Несчастье не ваше наследие. Нехватка – это не завет, который Бог заключил с вашей жизнью. И сам факт того, что вы прислушиваетесь, доказывает, что изобилие стучится в вашу дверь. Но послушайте внимательно, ведь если вы думали, что это касается только вас, вы должны понимать нечто более глубокое. Бедность ранит не только отдельного человека, она ранит семьи, поколения, даже судьбы. Проклятие нужды хочет закрепиться в ваших детях, в вашем роду, в вашем завете. Вот почему Бог вмешивается. Потому что Он не создал вас для жизни в бесконечном цикле нужды и долгов. Он создал вас для урожая, для изобилия, для богатства, прославляющего Его имя. И поэтому я должен спросить вас снова, сколько еще вы позволите страху овладеть вашим сердцем? Сколько еще лет вы будете позволять бессонным ночам управлять вашими днями? Сколько еще скрытых слез вам нужно пролить, прежде чем вы решитесь поверить, что Божьи обещания больше, чем ложь врага? Вы взывали к облегчению, а не к роскоши, и небеса услышали вас. Ангелы записали ваши молитвы. И ваш прорыв уже на подходе. Но вот в чем секрет: прежде чем созреет урожай, должно быть посеяно семя веры. Прежде чем чудо проявится в физическом мире, оно должно загореться в духе. И именно поэтому вы здесь. Не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы преобразиться. Не для того, чтобы слышать человеческие слова, а для того, чтобы услышать голос Бога, говорящий прямо с вами.
Если вы примете это, если позволите этому укорениться в вашем сердце, тогда все ваши деньги, ваши долги, ваш сон, ваш мир начнет меняться. Возлюбленные мои, я должен сказать вам прямо, я знаю, что вы были удручены, но уныние – это еще не конец. Завет Божий обещает восстановление. Вечное Слово обещает наследие. Святой план небес гарантирует изобилие. Но вы должны держаться веры, потому что вера – это ключ. Вера – это оружие. Вера – это дверь, ведущая вас от отчаяния к судьбе. Не поддавайтесь страху. Не склоняйтесь перед стыдом. Поднимите голову, потому что ваше искупление ближе, чем вы думаете. И прежде чем я продолжу, я хочу, чтобы вы сделали кое-что важное, поставили видео на паузу и поставили лайк. Да, нажмите на эту кнопку прямо сейчас. Не ради меня, а как пророческий поступок, как семя согласия. Потому что каждый раз, когда вы участвуете, каждый раз, когда вы заявляете о себе небольшим актом веры, вы открываете дверь. Вы говорите Богу: «Я верю. Я принимаю. Я вступаю в свое наследие». Поэтому поставьте лайк этому видео сейчас, и пусть этот простой поступок станет свидетельством на небесах о вашей готовности к преображению. Крик вашего сердца достиг престола Божьего. Ваши молитвы, хотя и произнесенные шепотом, потрясли вечность. И это послание – неоспоримое доказательство того, что Бог избрал именно этот момент, именно этот час, чтобы поговорить с вами. Оставайтесь со мной, потому что то, что грядет дальше, это не только история древних чудес, но и зеркало вашей сегодняшней жизни. То, что Бог делал раньше, Он собирается сделать снова, и на этот раз это будет для вас. В Библии есть история, которая отражает тот самый крик вашего сердца, который сейчас терзает вас. Эта история не о богатстве в начале или изобилии в начале, а об отчаянии, нищете и грани безнадежности. Это история вдовы из 4 книги Царств, глава 4, женщины, чей муж умер, оставив ее ни с чем, кроме долгов, которые она не могла оплатить. Кредиторы стояли у ее дверей, угрожая обратить ее сыновей в рабство, чтобы погасить ее долг. Можете ли вы представить себе мучения того момента? Она потеряла партнера, безопасность, источник защиты. У нее не было ни денег, ни наследства, ни решения. И все же мир требовал от нее большего, чем она могла дать. Дитя мое, насколько это отличается от твоей нынешней жизни? Сколько раз кредиторы этого мира стучались в твою дверь, требуя то, чего у тебя нет? Сколько раз твое сердце трепетало при мысли о потере того немногого, что тебе еще дорого дома, покоя, достоинства? Разве ты не чувствовал того же отчаяния, того же удушающего страха, что снедал сердце той вдовы? Возможно, тебе и не грозит потеря сыновей в рабстве, но ты знаешь, каково это чувствовать себя рабом долгов, рабом круга нужды, рабом бесконечных требований мира, который не знает милосердия. И все же, посреди этого горя, вдова совершила нечто могущественное. Она воззвала. Не к соседям, не к семье, даже не к себе. Она воззвала к пророку Елисею, человеку Божьему, потому что знала, что не сможет решить эту проблему сама. Она достигла точки полной капитуляции, признания: «Я ничего не могу сделать. Мне нужна сверхъестественная помощь». И это был поворотный момент. В тот момент небеса встали на ее сторону. Теперь позвольте мне спросить вас, достигли ли вы этого места? Дошли ли вы до предела своих сил, до предела своих расчетов, до предела своих стратегий и прошептали сквозь слезы: «Боже, я не могу без Тебя»? Потому что этот момент капитуляции не слабость, а сила. Это тот самый ключ, который открывает скрытую дверь изобилия. Это то самое семя, которое приносит урожай. И правда в том,
что ваше чудо ждет не вашей силы, а вашей капитуляции. Елисей задал вдове один простой, но пронзительный вопрос: «Что у тебя есть в доме?» Сначала она ответила: «Ничего». Как часто вы чувствовали то же самое? Что то, что ты держишь в руках, ничего не стоит, слишком мало, слишком незначительно, чтобы что-то изменить. Но потом она вспомнила, там был маленький кувшинчик масла, осколок, почти забытый. И с этим маленьким куском масла Бог сотворил невообразимое чудо. Благодаря послушанию и вере она лила и лила, пока не наполнились все сосуды, пока не был уплачен ее долг и пока изобилие не перелилось через край. Видите ли вы аналогию, возлюбленные? Вам может казаться, что у вас ничего не осталось, но Бог видит масло в вашем доме, семя в вашей руке, веру в вашем сердце. Ему нужно не так много, ему нужна лишь ваша готовность. Ему нужна лишь ваша самоотдача. И подобно тому, как он умножил масло вдовы, он может умножить ваши контракты, ваши возможности, ваши финансы. Он может открыть двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Он может заставить деньги, решения и благословения появиться из ниоткуда, как несомненные знаки его божественного прикосновения. Но вот болезненный вопрос: сколько раз вы цеплялись за контроль, думая, что должны все решить сами, в то время как Бог ждал, когда вы передадите все в Его руки? Сколько бессонных ночей вы несли бремя, которое небеса были готовы снять? Сколько раз вы верили лжи о том, что ваша ситуация безнадежна, когда Бог уже за кулисами готовил для вас чудо? Вот почему я говорю вам, вашей малой веры достаточно. Вашего измученного сердца достаточно. Даже ваших сокрушенных молитв, произнесенных шепотом сквозь слезы, достаточно. Потому что Бог не требует совершенства, Он требует самоотречения. Ему не нужна ваша сила, Ему нужна ваша вера. У вдовы не было богатства, но у нее была вера. У нее не было решения, но у нее было послушание. И этого было достаточно, чтобы открыть изобилие. Итак, я спрашиваю вас сейчас, что такое ваше масло? Какую малую веру вы можете принести Богу сегодня? Можете ли вы осмелиться поверить, что даже в вашей нужде Он может умножить? Можете ли вы поверить, что Он может взять последнее семя в вашей руке и превратить его в такой обильный урожай, что ваши долги будут не только погашены, но и ваше будущее обеспечено? Можете ли вы поверить, что один контракт может быть подписан на этой неделе, один неожиданный звонок может прийти завтра, одна тайная дверь может открыться сегодня, изменив все в вашу пользу? Видите ли, чудо с маслом вдовы было связано не только с деньгами, оно было связано с заветом. Оно было доказательством того, что Божье обещание не нарушается, даже когда жизнь рушится. И тот же Бог, который наполнил ее кувшины, готов наполнить и ваши. Но Он ждет вашей капитуляции. Он ждет, когда вы скажете: «Господи, я не могу сделать это один. Мне нужен Ты. Мне нужно Твое дыхание изобилия. Мне нужно Твое преображающее прикосновение». И не забывайте, эта вдова начинала почти с нуля. Но в руках Божьих почти ничто стало всем. Ее сердце, ее молитва, ее самоотречение стали ключом, открывшим дверь к богатству. И если Он сделал это для нее, почему Он не сделает этого и для вас? Разве вы не Его дитя? Разве вы не часть Его вечного завета, скрепленного обещаниями благословения, наследия и урожая? Теперь позвольте мне проникнуть глубже. Что, если ваше чудо уже ждет вас по ту сторону вашего послушания? Что, если ваш прорыв уже готов, но небеса ждут, когда вы изольете свой последний кувшин масла, свою последнюю крупицу веры, свой последний акт доверия? Вы удержитесь или сдадитесь?
Будете ли вы продолжать жить в страхе или полностью отдадите свое сердце в руки Бога, который никогда не подведет? Возлюбленные, сейчас не время сомневаться. Сейчас время верить. Потому что тот же Бог, который умножил масло, может умножить и ваши ресурсы. Тот же Бог, который открыл путь вдове, откроет путь и вам. И более того, Он сделает это так, что никто не сможет приписать себе это, чтобы вы знали без всяких сомнений, что это Его рука, Его сила, Его чудо. Теперь вы понимаете, ваши финансовые решения могут появиться из ниоткуда. Контракты могут быть заключены не только вашими усилиями, но и по Божьей милости. Возможности могут прийти оттуда, откуда вы их меньше всего ожидаете. Бог может побудить сердце власть имущих благословить вас. Он может открыть скрытые двери, которые были закрыты годами. Он может высвободить замороженное богатство и приготовить урожай, недоступный ни одному врагу. Но все начинается с самоотречения. Начинается с молитвы: «Господи, я отдаю все Тебе». Начинается с отказа от гордыни, контроля, стратегий и признания: «Боже, без Тебя я не смогу сделать ни шагу». И в этой священной самоотреченности вы открываете себя для сверхъестественного вмешательства. Вы направляете свое сердце на небесное изобилие. Вы принимаете вечный завет богатства и благословения, которые уже принадлежат вам во Христе. Поэтому я спрошу снова, настойчиво и властно: готовы ли вы сдаться? Готовы ли вы перестать притворяться, что можете справиться с этим в одиночку? Готовы ли вы позволить Богу открыть дверь, вложить ключ в вашу руку и привести вас к вашему наследству? Потому что ваш момент настал. Тот же Бог, который превратил последнюю каплю вдовы в переполненные сосуды, готов превратить вашу пустоту в изобилие, ваши долги в богатство, ваше отчаяние в чудо. Он ждет только вашего «да». Возлюбленные, теперь, увидев чудо вдовы, вы должны понять, эта история не просто история, это пророчество. Это зеркало вашей собственной жизни, божественный указатель, указывающий путь вперед. Ведь то, что она пережила, было не случайностью, и то, что вы слышите сейчас, не совпадение. Это ваш поворотный момент. Вы взывали к облегчению, к достоинству, к способности заботиться без страха. Вы не просите дворцов или тщеславия, ваше сердце жаждет лишь выйти из нищеты, перестать дрожать в конце каждого месяца, восстановить достоинство вашей семьи. Этот призыв свят, и небеса услышали его. Но теперь вы должны ясно увидеть, для каждого благословения есть дверь, и для каждой двери есть ключ. Истина проста, но сильна. Бедность и богатство – это разные духи. Бедность – это рабство, безмолвный угнетатель, который крадет радость, ослабляет веру и держит в плену целые поколения. Богатство, рожденное из Божьего завета – это свобода, изобилие, наследство, священная способность благословлять и не быть раздавленным нуждой. Нехватка нашептывает ложь о невозможности, в то время как изобилие провозглашает вечное обещание: с Богом нет ничего невозможного. Видите ли вы контраст? Одно тьма, другое свет. Одно рабство, другое наследство. Одно отчаяние, третье судьба. Вопрос в том, на чью сторону вы встанете. Позвольте мне спросить вас прямо: сколько еще вы будете позволять бедности диктовать вашу судьбу? Сколько еще вы будете преклоняться перед страхом каждый раз, когда календарь подходит к концу месяца? Сколько еще раз вы будете считать бессонные ночи нормой, когда Бог заявил, что дарует своим возлюбленным покой? Разве вы не видите обмана? Враг хочет, чтобы вы поверили, будто несчастье – ваша вечная сущность. Но я, Господь, ваш Бог, говорю вам: несчастье не ваш завет, долг не ваше наследие, страх не ваша судьба. Вы были созданы для большего.
Но здесь кроется дилемма, что нужно изменить в своей жизни, чтобы получить благословение. Вдове пришлось перестать говорить «у меня ничего нет» и начать признавать наличие масла в своем доме. Ей пришлось перестать прятаться в отчаянии и подчиниться божественному повелению излить масло. Точно так же и вам нужно противостоять голосам неверия в своей жизни. Вы должны изгнать мысль, которая говорит «так будет всегда». Вы должны заставить замолчать страх, который вас парализует. Вы должны обрести веру и действовать, даже когда ваше сердце изнемогает. Этим действием может быть молитва, это может быть послушание, это может быть высвобождение маленького семени, которое вы храните, но что бы это ни было, это ключ, который открывает вашу дверь. Подумайте об этом. Что, если то, что вы сейчас презираете скромный ресурс, небольшое усилие, крошечная вера и есть та самая нефть, которую Бог ждет, чтобы умножить? Что? Если дверь к вашему изобилию уже открыта перед вами, но страх удерживает вас от поворота ключа? Что, если радикальные перемены, о которых вы молите, не за горами, но ждут одного единственного акта самоотречения? Возлюбленные, скудость не превратится в изобилие через беспокойство, тревогу или сокрытие. Она преобразится только через веру, действие и полное упование на Божьи заветные обещания. Давайте сравним. Страх говорит, ты никогда не избежишь долгов. Вера говорит, долг будет аннулирован, контракт будет подписан, дверь откроется. Нехватка говорит, тебе мало. Изобилие говорит, мой Бог удовлетворит все твои нужды по богатству своему во славе. Несчастье говорит, вот кто ты. Завет говорит, ты избран, ты благословен, ты предназначен к наследию. Чувствуете ли вы тяжесть этого контраста? Вы стоите между двумя голосами, двумя реальностями, двумя судьбами. И ваш выбор оставаться в страхе или принять веру определяет, в какой из них вы будете жить. Но вот вам особое знание, секрет, который мало кто постигает. Переход от бедности к богатству, от несчастья к благословению не всегда постепенен. Иногда это происходит мгновенно, в одно мгновение, во внезапном высвобождении Божьей силы. Вдова прошла путь от безнадежных долгов до бьющего через край изобилия в одно сверхъестественное мгновение. И то же самое может случиться с вами. Один телефонный звонок, один контракт, одна неожиданно открытая дверь, одно божественное прикосновение, и вся ваша финансовая жизнь может измениться. Не стоит недооценивать Бога внезапных чудес. Но Бог требует твоего сотрудничества. Ты должен быть готов излить. Ты должен быть готов верить. Ты должен быть готов сделать шаг веры, когда логика кричит, что это невозможно. И в этом и заключается вызов, потому что враг твоей души хочет, чтобы ты был парализован страхом, цепляясь за отчаяние. Но я спрашиваю тебя, служит ли тебе страх? Оплачивало ли когда-нибудь беспокойство счет? Умножала ли когда-нибудь бессонница твой доход? Нет, дитя мое. Страх истощает тебя, а вера наполняет. Страх сковывает тебя, а вера освобождает. Итак, что же вам нужно сделать? Во-первых, перестаньте мириться с бедностью. Перестаньте говорить смерть своим финансам, говоря «я никогда не справлюсь». Выхода нет. Эти слова связывают вас. Вместо этого провозглашайте жизнь. Произнесите обещание завета «Я буду процветать». Я увижу изобилие. Бог открывает мне дверь. Мой урожай грядет. Во-вторых, определите свою нефть. Что в вашей руке? Талант, возможность, связь, семя или даже молитва. Не пренебрегайте ею, предложите ее Богу и позвольте Ему умножить. В-третьих,
полностью отдайтесь. Скажите Богу: «Я не могу без Тебя. Я отдаю все в Твои руки». Эта отдача не поражение, а та самая сила, которая открывает невозможное. Позвольте мне задать вам этот вопрос, и пусть эти вопросы глубоко проникнут в вас. Что, если завтра может появиться то самое финансовое решение, которое вам нужно, но вы сдались сегодня вечером? Что, если этот прорыв уже записан в небесном плане и ждет, когда вы продержитесь еще один день? Что, если достоинство вашей семьи, ваша свобода от долгов, ваше изобилие уже запланированы в Божьем календаре, но страх ослепил вас, и вы не видите этого? Позволите ли вы страху украсть то, что могла бы открыть вера? Возлюбленные, ваша мольба услышана. Ангелы записали ваш плач. Небесные врата открыты, и ваше наследие готово. Но перемена требует вашего решения. Останетесь ли вы в тени страха или выйдете на свет изобилия? Позволите ли вы бедности держать вас в рабстве или примете завет богатства, уготованный вам еще до вашего рождения? Это моральная дилемма, перекресток судьбы. И услышьте меня ясно, невозможное может стать реальностью прямо сейчас. Да, в этот самый момент. Когда вы принимаете это слово, когда ваше сердце открывается, когда ваш дух смиряется, Бог уже действует. Контракты могут быть подписаны. Долги могут быть списаны. Возможности могут быть открыты. Финансовые решения могут появиться из ниоткуда, как несомненные знаки божественного прикосновения. Это не мечта, это вечный завет обетования. Итак, восстаньте. Провозгласите свою веру. Сделайте шаг к самоотречению. Пусть ваша молитва будет больше, чем просто слова. Пусть она станет криком всего вашего существа. Скажите: «Господи, я отказываюсь жить в страхе. Я выбираю изобилие. Я выбираю веру. Я выбираю преображение. Я вступаю в свое наследие». И когда вы это сделаете, небеса откликнутся. Масло умножится. Дверь откроется. Урожай придет. И ваша семья увидит достоинство, богатство и благословение, которые были обещаны вам с самого начала. Возлюбленные, слушайте меня всем сердцем. Еще до того, как ваши глаза увидят перемену, еще до того, как изменятся цифры на вашем счете, что-то уже происходит внутри вас. Сам факт того, что вы слышите эти слова, открываете свое сердце вечному завету Бога. Это начало вашего чуда. Это момент, когда пробуждается раненая вера, когда пламя, которое вы считали угасшим внутри, снова начинает мерцать. Вы чувствуете это, не так ли? Глубокое волнение, святое тепло, разливающееся по вашему сердцу, говорящее вам, что буря разражается, что невозможное склоняется, что обещание изобилия уже не за горами, а уже здесь. Вот как всегда начинаются мои благословения, не с того, что можно потрогать, а с того, что можно ощутить в духе. Прежде чем масло наполнило кувшины, вдова должна была поверить словам пророка. Прежде чем Авраам стал отцом многих народов, он должен был поверить обещанию, даже когда его тело было практически мертво. Прежде чем разверзлось Красное море, Моисей должен был поднять свой посох с верой. Так и с вами. Возможно, вы еще не видите открытой двери, подписанного контракта, сброшенного финансового бремени, но ваше сердце уже чувствует себя легче. Ваш разум уже ощущает вкус мира. Надежда уже возникла там, где когда-то царило отчаяние. Это не эмоции, это свидетельство моего присутствия. Это безошибочный знак того, что я, Господь Бог ваш, вмешался в вашу ситуацию. Почувствуй это сейчас. Одиночество, поглощавшее твои ночи, рассеивается. Тишина, некогда мучившая тебя,
наполняется моим святым шепотом. Я здесь. Я всегда был здесь. Ты никогда не был по-настоящему оставлен, никогда по-настоящему не забыт. Каждая слеза, пролитая тобой в тайном месте, была увидена, каждая бессонная ночь была записана, и теперь я превращаю эти слезы в семена, эти ночи в свидетельство. Я превращаю твою скорбь в радость твою, бедность в богатство, твой страх в веру. Это пора твоей жатвы, и хотя твои глаза еще не видели ее, твой дух уже знает ее. Дитя, я благословляю тебя сейчас миром, тем миром, который не купишь за деньги, тем миром, который усмиряет бури. Я благословляю тебя ясностью, чтобы смятение больше не царило в твоем разуме. Я благословляю тебя мужеством, чтобы страх отступил. И я благословляю тебя святой уверенностью в том, что финансовое чудо уже началось. Да, прямо сейчас. Когда ты слышишь мой голос в этих словах, двери в невидимом царстве открываются. Решения пишутся. Контракты готовятся. Ресурсы появляются на твоем пути. Небеса следуют за твоей судьбой, и ничто, ни сила тьмы, ни голос бедности не сможет остановить то, что я уже привел в движение. Разве ты не чувствуешь себя легче? Эта тяжесть в груди, это невидимое давление, оно покидает тебя. Тяжесть стыда, страх перед завтрашним днем, ужас перед нуждой, все это сокрушается. Это мое благословение. Это мое обещание исполнено. Ибо я не человек, чтобы лгать. Что я сказал тебе, то и сделаю. Что я обещал, то и исполню. Мой завет вечен, и наследие твое не может быть уничтожено. Я говорю вам сейчас, предайтесь тому, кто уникален, необыкновенен, вечен. Ибо это не дело рук человеческих, это дело Бога. Если вы попытаетесь постичь это со страхом, оно ускользнет от вас. Если вы попытаетесь объяснить это логикой, оно собьет вас с толку. Но если вы примете это с верой, если вы возвысите свое сердце и провозгласите с мужеством, то дверь распахнется настежь. Пусть слова созреют на ваших губах прямо сейчас. Сегодня Бог высвобождает то, что принадлежит мне, точка не шепчи это робко. Провозглашай это со всей ответственностью. Произнеси это так, словно небеса и земля должны преклониться перед звуком твоей веры. Произнеси это так, словно твоя судьба уже предрешена. Чувствуете ли вы это? Завет жив. Обетования приведены в действие. Урожай полон плодов, ожидая вашей руки. Это ваше наследие и наследие богатства, изобилия и чудесного обеспечения. Духовный ключ повернулся, замок упал, и сундук с божественными богатствами открыт перед вами. Мир говорил вам, что это невозможно. Долг нашептывал, что вы в ловушке. Бедность говорила вам, что это ваша судьба. Но вечный голос Бога говорит иначе. Я преображаю твою историю. Я переписываю твою судьбу. Я разрываю порочный круг нужды. Я изливаю благословение, столь обильное, что его не хватит места, чтобы вместить. Дитя, это не воображение. Это завет. Это святое обетование, которое невозможно стереть. Это сверхъестественное исполнение Божьего плана для твоей жизни. Понимаешь ли ты, что это значит? Свидетельство о завтрашнем дне уже пишется сегодня. Деньги, которые ты будешь держать в руках, финансовое чудо, о котором ты будешь свидетельствовать, изобилие, которое хлынет рекой в твой дом, все это не ждет тебя в далеком будущем. Оно уже вырвалось на свободу. Семя веры, посеянное тобой много лет назад, наконец-то дало урожай. Небеса сказали, и земля должна откликнуться. Вот почему я говорю вам, сдайтесь. Не отчаянию,
а благословению. Не страху, а чуду. Не пустоте, а изобилию Божьему. Отдайте свое сердце в Его руки. Положите свои мечты, свои долги, свои сомнения, свои желания к подножию Его престола. Ибо Он обещал: «Если ты будешь доверять Мне, если ты будешь верить Мне, я открою окна небесные и изолью благословение столь великое, что у тебя не будет места для его хранения». Это обещание не метафора. Оно буквально. Оно божественно. Оно для вас здесь и сейчас. Деньги, казавшиеся недостижимыми, уже в пути. Неожиданное богатство, божественная благодать, сверхъестественное обеспечение проникают в вашу атмосферу. Не спрашивайте, как. Не спрашивайте, когда. Как – тайна Божья, когда – тайна Божья, но сейчас твой завет. Твой единственный призыв – верить, провозглашать и принимать. Можешь ли ты возвысить свой голос прямо там, где ты сейчас, и сказать: «Боже, я принимаю наследие, которое Ты мне дал. Я вступаю в изобилие. Я принимаю чудо. Я принимаю обещанное. Я отпираю дверь. Я держу ключ. Я готов к своей жатве». Да, дитя, это твой сезон жатвы. Это момент изобилия. Это поворот твоей судьбы. Ты прошел сквозь бури, но бури производят дождь, дождь питает почву, а почва приносит урожай. Ты прошел сквозь огонь, но огонь очищает золото, и твое богатство засияет, как чистое золото, очищенное испытаниями. Ты прошел сквозь тьму, но тьма лишь подтверждает ценность света. И вот свет пробивается над твоим горизонтом. Отметьте этот день, потому что преображение началось. Небеса уже подписали разрешение. Земля не может противиться Божьему повелению. Чудо живо, и свидетельство уже формируется в ваших устах. Вы расскажете другим: «Я молился, я верил, я сдался, и Бог освободил меня от всего моего». Благословение пришло. Богатство хлынуло рекой. Изобилие окутало меня. Чудо не откладывалось. Оно всегда приходило вовремя. Пусть сердце ваше больше не трепещет. Пусть дух ваш больше не сомневается. Вы избраны. Вы благословенны. Вы отмечены богатством и наследством. Вы сосуд Божьего обетования. Будущее, которого вы боялись, рушится, судьба, о которой вы мечтали, возрождается. Эта молитва, частью которой вы сейчас являетесь, не просто просьба, это знаменательный рубеж. Это смена времен года. Это свидетельство преображения. И в этот священный момент я призываю вас с полной верой провозгласить: сегодня Бог высвобождает то, что принадлежит мне. Теперь я прошу тебя, дитя благословения, если это слово коснулось твоего духа, если ты чувствуешь, как завет шевелится в твоем сердце, если ты чувствуешь, что двери богатства и изобилия открываются перед тобой, тогда не молчи. Произнеси его. Запечатай его. Провозгласи его. И я прошу тебя сделать еще кое-что. Напиши в комментариях ниже эти слова веры: «Сегодня Бог высвобождает то, что принадлежит мне», потому что, провозглашая это, вы не просто печатаете слова, вы запечатываете завет, вы активируете ключ, вы вступаете в свою жатву. Свидетельство изобилия уже живет в вас. Преображение началось. Небеса освободились, земля должна откликнуться, и ваше чудо неоспоримо. Да, ты был ранен, но твоя вера не умерла. Она жива. Она дышит снова. Подобно пламени, скрытому под пеплом, я дунул на нее своим дыханием, и она снова вспыхнула. И это пламя будет вести тебя, согревать тебя и выведет из отчаяния.
Ты больше не будешь жить рабом нужды, но как дитя изобилия. Ты больше не будешь просить крох надежды, но воссядешь за столом моих благословений. Ты больше не будешь подвергаться насмешкам кредиторов, но будешь свидетельствовать о контрактах, возможностях и богатстве, которые появились словно из ниоткуда, ибо именно так приходят мои чудеса. Неожиданные, несомненные, божественные. Послушайте же, я объявляю вас благословенными. Я объявляю ваш дом полным. Я объявляю вашу семью обеспеченной. Я объявляю ваши долги решенными. Я объявляю ваш разум свободным от тревог. Я объявляю вашу судьбу, связанную с богатством, урожаем и наследством. Ибо враг, возможно, и коснулся ваших финансов, но не может коснуться вашего завета. Он, возможно, и поколебал вашу уверенность, но не может нарушить мое обещание. А мое обещание таково: изобилие ваше, богатство ваше, мир ваш. И более того, ты почувствуешь мое присутствие, как никогда прежде. Ты больше не будешь сидеть в тишине, гадая, рядом ли я, ибо я наполняю твое сердце прямо сейчас. Эта нежная уверенность, растущая внутри тебя, это я. Этот шепот, говорящий: на этот раз все будет иначе, это я. Это видение свободы, достоинства, улыбки без страха, это я, прими это. Удержи. Верь в это. Ибо так же верно, как я живу, так и ты увидишь это проявление в своей жизни. Возлюбленные, представьте это вместе со мной. Больше не нужно прятаться от телефонных звонков. Больше не нужно избегать своих счетов. Больше не нужно бояться конца месяца. Вместо этого представьте, что вы проверяете свой счет и чувствуете радость, видите излишек, дышите свободно. Представьте, что входите в свой дом с достоинством, зная, что ваша семья в безопасности. Представьте, что вы говорите «да» возможностям, не скованным страхом. Представьте, что вы щедро дарите, благословляете других, становясь тем сосудом изобилия, которым вы всегда были предназначены. Это не сон. Это ваше наследие завета. Это раскрывается мое благословение. Но я спрашиваю вас, примете ли вы это? Позволите ли вы себе поверить, что вы избраны для изобилия? Или вы позволите сомнению украсть тот самый урожай, который я вложил в ваши руки? Я прошу об этом не для того, чтобы осудить вас, а чтобы пробудить вас. Потому что сегодняшний день свят. Сегодня все по-другому. Сегодня ваш дух изменился. И враг может ограбить вас, только если вы согласитесь с ним. Откажитесь от него. Противостаньте ему. Стойте с верой и наблюдайте, как я изливаю на вас благословение за благословением. Я благословляю тебя сейчас сверхъестественной милостью. Я благословляю тебя дверьми, которые никто не может закрыть. Я благословляю тебя решениями, которые приходят из самых неожиданных мест. Я благословляю тебя урожаем таким обильным, что ты будешь вспоминать этот самый момент как день, когда все изменилось. И я благословляю тебя смелостью свидетельствовать, возвышать свой голос и заявлять, что это сделал Бог и только Бог. Да, возлюбленные, чудо уже началось. Возможно, вы пока не видите его своими глазами, но ваше сердце знает. Этот мир, который вы ощущаете сейчас, вот доказательство. Это тихая уверенность, вот доказательство. Это внезапная легкость в вашем духе, вот чудо, которое уже укореняется. Не отвергайте его. Не оправдывайте его. Это я, Господь, Бог ваш, творю для вас все новое. А теперь я приглашаю вас запечатлеть этот момент. Оставьте комментарий ниже и провозгласите: чудо началось.
Запишите это как свидетельство веры, публичное семя согласия, заявление, свидетелями которого будут небеса и земля. Не молчите, ваши слова имеют силу. Как вдове пришлось говорить и действовать, так и вам следует. Провозгласите это и наблюдайте, как благословение умножается. Потому что, когда вы комментируете, когда пишете, вы не только участвуете в жизни, но и вступаете в завет. Вы говорите: «Я верю», «Я принимаю», «Я хожу в изобилии». И небеса откликаются на это. Ангелы откликаются на звук вашей веры. Двери распахиваются навстречу вашему заявлению. Не откладывайте, напишите прямо сейчас: «Чудо началось». Ибо, возлюбленные, это действительно так. Пламя живо, тяжесть снята, благословение ваше. Идите в нем, дышите им, живите им. И знайте, что с этого момента ваша жизнь больше не будет определяться нуждой, а богатством, изобилием, наследством и заветными обещаниями того, кто избрал вас. Возлюбленные, давайте войдем в этот святой момент молитвы. Не молитвы колебания, не молитвы сомнения, а смелого заявления, которое превратит ваш призыв в пророчество. Ибо сегодня тот день, когда небеса услышат вашу веру, и то, что когда-то было шепотом отчаяния, станет ревом судьбы. Мы молимся не как нищие, а как дети завета. Мы просим не робко, но с властью провозглашаем, что долги выплачиваются, двери открываются, возможности появляются, и изобилие приходит в ваш дом. Отец, во имя Иисуса мы поднимаем каждое сердце, согбенное под тяжестью нищеты и стыда. Мы вспоминаем вдову, которая кричала в 4 царств, глава 4, и принимаем ее свидетельство как свое собственное. Подобно тому, как ты умножил ее масло, пока не наполнился каждый сосуд, умножь семя веры в жизни твоего ребенка. То, что кажется ничем в их руках, пусть станет всем в твоих руках. Подобно тому, как она отдала то немногое, что у нее было, мы отдаемся сейчас в вере, что отдача – это ключ, святое приготовление к награде. Мы провозглашаем, Господь, что цикл нехватки благ разрушен. Твое слово говорит во Второзаконии 28:12: «Откроет Господь небеса, сокровищницу щедрот своих, чтобы посылать дождь на землю твою во время твое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». И поэтому мы пророчествуем, что небеса открываются прямо сейчас над каждой измученной душой, внимающей нам. Прольется дождь благодати. Благословение умножения покроет их работу, семью, финансы. То, что когда-то было сухой землей, принесет священный урожай. Боже, Ты не создатель стыда, Ты дарующий честь. И поэтому мы отвергаем дух унижения, который приходит с неоплаченными счетами и удушающими долгами. Мы провозглашаем истину из Псалма 37:25. «Я был молод и состарился, но не видел праведника оставленным и детей его просящими хлеба. Дети твои не будут просить милостыню, не будут жить в унижении, не будут рабами страха. Они восстанут в достоинстве, облеченные в славу, ходящие в изобилии, свидетельствующим о могуществе Твоем». Отче, мы обращаемся к закрытым дверям и повелеваем им открыться. Мы обращаемся к отложенным контрактам и повелеваем их подписать. Мы обращаемся к финансовым препятствиям и провозглашаем их разрушенными. Ибо Твое Слово говорит в Откровении 3:8: «Смотри, я поставил перед Тобою открытую дверь, которую никто не может закрыть, почему мы держим это обещание и сейчас». Каждая дверь возможностей, каждый путь к благам, каждая тайная связь открываются Твоей рукой. И, Господь, мы помним приготовление веры, которое предшествует награде. Вдова должна была принести сосуды. Ей пришлось налить. И поэтому мы изливаем нашу веру сейчас, доверяя Тебе наполнить их.
Мы приносим наши пустые сосуды и наши счета, наши долги, наши контракты, наши тревоги и ставим их перед Тобой, веря, что Ты наполняешь их, даже когда мы молимся. Подготовка в нашей самоотдаче – награда в Твоем умножении. И мы верим, что и то, и другое происходит сейчас. Мы смело заявляем: цикл стыда окончен. Цикл нужды разорван. Цикл страха разрушен. Начинается новый цикл, цикл богатства, изобилия, урожая и наследства. Ибо Слово Твое говорит в Иоиля 2:26: «Ты будешь есть досыта, и будешь славить имя Господа, Бога твоего, который сотворил тебе чудеса, и никогда более народ мой не будет посрамлен, никогда больше». Пусть это пророчество будет слышно каждому слушателю. Никогда больше ты не будешь жить в унижении, никогда больше ты не будешь носить ярлык нуждающегося, никогда больше твои ночи не будут поглощены страхом перед завтрашним днем. Господь, мы видим это сейчас верой. Дома, наполненные миром, столы, полные еды, счета, полные ресурсов, сердце, наполненные радостью. Мы видим изобилие не просто в деньгах, это восстановленное достоинство, это высвобожденная свобода, это обеспеченное наследство. И мы знаем, что это не роскошь, а обещание. Ибо Ты сказал в Евангелии от Иоанна 10:10: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». К изобилию не является выбором, это завет. И мы требуем его сейчас. Итак, мы завершаем эту молитву не сомнением, а со святой уверенностью. То, что Ты обещал, Ты исполнишь. То, что Ты начал, Ты завершишь. То, что мы приготовили верой, Ты вознаградишь в реальности. Мы провозглашаем, что долги списаны, двери открыты, контракты подписаны, ресурсы умножены, стыд сломлен, а честь освобождена. Это поворотный момент, момент преображения, божественный урожай. Во имя всемогущего Иисуса мы скрепляем эту молитву. Аминь. Возлюбленные, приближаясь к концу этого священного времени, проведенного вместе, знайте, небеса уже даровали вам то, чего вы ждали. Даже сейчас, когда эти слова проникают в ваше сердце, земля готовится откликнуться. Ресурсы, возможности, контракты, обеспечение, те самые деньги, которые когда-то казались недостижимыми, уже на пути к вашей жизни. То, что когда-то казалось невозможным, стало возможным. Эта молитва, этот момент не просто очередная просьба к Богу. Нет, это знаменательная веха, поворотный момент, неоспоримый знак преображения. С этого момента вы больше никогда не будете ходить так, как прежде. Вы больше не будете нести тяжелый покров страха и стыда. Вместо этого вы будете ходить, облеченные в достоинство, покрытые заветом изобилия, укрепленные уверенностью в том, что Бог уже действовал ради вас. То, о чем здесь молились, уже изменило атмосферу. То, что было провозглашено здесь, уже потрясло небеса. И то, что было высвобождено здесь, уже проявляется в вашей реальности. Верьте в это, примите это и провозглашайте это вместе со мной. Бог высвобождает то, что принадлежит мне сегодня. Да, повторяйте это снова и снова, пока это не проникнет глубоко в ваш дух. Бог высвобождает то, что принадлежит мне сегодня. Это заявление не пустое, оно пророческое. Это ключ, запечатывающий этот момент преображения. Ибо, когда вы произносите его, вы не только заявляете небесам о своей вере, но и объявляете врагу, что его власть над вашими финансами разрушена. Цикл нехватки завершен. Двери изобилия открыты. Жатва уже началась. Осознаете ли вы, возлюбленные, что ваше будущее свидетельство уже пишется прямо сейчас? Прямо сейчас, пока вы сидите здесь, пока ваше сердце бьется с обновленной надеждой, глава стыда закрывается, и открывается новая глава богатства и благословения. Вы оглянетесь на этот самый момент и скажете:
в тот день все изменилось. В тот час Бог сотворил для меня чудо. Невозможное больше не ждет вас, оно происходит сейчас. Финансовое чудо уже в действии. Итак, вот о чем я вас прошу. Закрепите этот прорыв своей верой. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас и напишите: «Бог высвобождает то, что принадлежит мне сегодня». Пусть это станет вашим публичным свидетельством, вашим актом мужества, вашей декларацией завета. Не молчите. Запишите это, чтобы ваши глаза увидели это, а ваше сердце запомнило. Именно в этот момент началось чудо. И когда вы будете это писать, знайте, что ангелы движутся, небеса записывают, и сила вашей веры меняет вашу реальность. И когда ты пойдешь, несите с собой эту уверенность: ты благословен. Ты избран. Тебе уготованы богатство, изобилие и наследство. Недостаток не твой удел. Бедность не твое будущее. Страх не твой спутник. Ты дитя завета, живущее в обетованиях верного Бога. Иди с высоко поднятой головой, потому что честь сменила стыд. Шагни в завтрашний день смело, потому что дверь уже открыта. Живи с уверенностью, потому что твоя судьба предопределена. И не останавливайтесь на достигнутом. Оставайтесь на связи, ведь то, что Бог начал в этот момент, это только начало. В следующем сообщении мы подробнее расскажем, как поддерживать это чудо, как защищать урожай и как ежедневно жить в изобилии, которое уже высвободилось. Поэтому убедитесь, что вы подписаны, убедитесь, что вы готовы, потому что путь преображения не заканчивается здесь, он продолжается. А пока идите с миром, идите с верой, идите с уверенностью. Небеса освободили, земля откликнется, и ваше финансовое чудо уже началось. Провозгласите это, верьте в это и никогда не забывайте: Бог освобождает то, что принадлежит мне сегодня.